coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру Kill or Love, убей или люби. Прошу прощения, что так долго, задержался, именно не вышло, именно как обычно, там видео через 2 дня, именно у меня были проблемы, я пытался кое-что записать, а у меня постоянно запись просто слетала, и я не мог нормально все записать. Из-за этого я немножко времени профукал. Из-за этого уж извините меня. Такие уж дела. Ну давайте тогда. Ой. Ёшкин ты дрын. Прошу прощения. Я немножко. Так, все нормально? Тихо. Ладно, все. Что-то у меня вылетело не то. Ладно, давайте продолжим. Посмотрим, что будет дальше. После. Я в конце видео предполагал, что сейчас будет что-то плохое, и хотя по музыке этого не скажешь. Сладкий чай поможет. Дорогой дневник, я нашла его. Подожди. Дорогой дневник, я нашла его. Это было прекрасно, это было похоже на судьбу. Это была судьба. Как только я приехала в этот город, я почувствовала его запах в воздухе. Не сильно, а в основном... Не сильно. В основном пахло бомжами и бензином. Зачем ты проделал весь этот путь, Джек? Ты любишь природу, запах сосен, там, где мы выросли. Я была готова потратить недели на поиски тебя, Джек. Или месяцы, годы, если понадобится. Я даже получила работу в здешней больнице. У них недостаток персонала, так что было просто. Но ты был здесь, в первом же магазине, куда я зашла. Я даже не искала тебя. Судьба. Блин, а я думал, она искала, а получается, она просто наугад. Вот это просто... Это не судьба, а какое-то невезение. Просто сразу в первом же магазине она нас нашла. Чёртова ЕДР-дев, блин. Но ты был немного странным. Ты, разумеется, узнал меня? Я ведь не так уж сильно изменилась, правда? Я имею в виду, некоторое время я пыталась сделать себя красивее. Тьфу, сделать себя красивой для тебя. Всеми способами, которые я могла придумать. Но ты узнал, что это я, верно? Я знала, это был ты. Ты не забыл меня. Ты притворяешься? Играешь в игру? Да, это точно так. Но я бы с удовольствием подождала и посмотрела, что ты делаешь, дорогой. Но я слишком долго была терпеливой девочкой. Дорогой дневник. Пятница. Джек Фрайдей. Я узнала, что он изменил свое имя на это. Но это так смешно, не так ли? Нам придется вернуть его обратно, Джек. Когда мы поженимся. Я хочу, чтобы его настоящая фамилия была моей. Джек Фрайдей. Я хихикнула, когда увидела это в записях твоих сотрудников, дорогой. Я только взглянула, ничего больше. Просто посмотреть, где ты живешь. Сначала я хотела проводить тебя до дома, но потом подумала, разве это не было бы безумно романтично, если в следующий раз, когда я увижу тебя, мы будем жить рядом? Ой, черт возьми. Прошу прощения, что мне тяжеловато сейчас пытаться как-то эмоционально говорить, так как сейчас мне как-то не очень хорошо. Ой. Я знаю, что ты играешь в свою маленькую игру. Ты меня больше не знаешь. Но она скоро закончится, не так ли? Когда будем соседями. Ты ведь не рассердишься, правда? Даже если это тебя разозлит, я должна сделать хотя бы это, верно? Я больше не могу ждать, я устала быть одна. Я уже так долго ждала, я так много для тебя приготовила. Может, ты не будешь злиться?
Пожалуйста, не злись. Пожалуйста. Пс. По скрипту. И еще одно, милый. На улице, на которой ты живешь, разве это не ужасная часть города? Изношенная, дешевая и даже опасная. Я не была здесь долгое время, но думаю, что не ошиблась. Это тоже часть твоей игры? И работа в магазине, должно быть, так оно и есть? Кто-то вроде тебя никогда не должен там работать. Вместо этого ты должен быть... Боже, я даже не могу представить, где именно. И разве это не прекрасно? Я не хочу, чтобы ты где-то работал. Я хочу, чтобы ты полностью был моим. Хрена себе. Что-то это мне напоминает страшилку, когда она что, хочет нас заставить сидеть дома и закормить всякой своей едой? Не знаю. Дорогой дневник, эта улица даже хуже, чем я думала. Боже, этот запах. Ты действительно Ты действительно знаешь, что делаешь, Джек? Нет, я не должна сомневаться в тебе. Я знаю. Аренда, по крайней мере, дешевая, очень дешевая. Но что еще важнее, рядом с твоей квартирой была свободная под аренду, буквально следующая дверь. Не могу дождаться, чтобы переехать. Мы будем соседями, я буду видеть тебя так часто, что опьянею. Дорогой дневник, какое прекрасное место, сказала я владельцу, когда привезла сюда свои вещи. Он думал, что я жалуюсь. Он сказал, что я должна была проверить квартиру, прежде чем арендовать ее. Он идиот. В квартире может быть хоть целый рой крыс, или тараканов, или наркоманов, если уж на то пошло. Мне на это наплевать. Но в любом случае я не могу вечно держать ее грязной. Я должна практиковать свои навыки домашнего хозяйства. Пора сделать эту свалку своим домом. Дорогой дневник, только что вернулась с пробежки. Надо оставаться в форме. А Брауни уже почти готов. Я знаю, я должна была следить за ним. Но я занимаюсь этим уже достаточно долго, как ты знаешь. Эти брауни идеальны. Не сгорели, не сырые, в самый раз. Я надеюсь, что ему понравится. Джек, я не знаю, смогу ли я продолжать. Кто эта девушка? Я та, кто тебе нужен. Я та, кто тебе нужна. Я только для тебя. И все же ты... Я знаю, что это часть твоего плана. Это часть твоего плана. Но ты не должен был делать это таким образом. Ой, все, сейчас будет. Сейчас свой Грейс не поздоровится в этом дневнике. Сейчас Грейс будет очень хреново, боже. Ой, как же мне жутко, честно говоря, от этих ядершных. Серьезно. Эти ядерки, вот у меня ядерки вызывают чаще всего смех. Мне просто ржать хочется. Ну и страх, когда уже видишь, что они творят. Кого-то там они порежут. Хотя, знаете, у меня есть одна игрулька, которую я хочу поиграть. Возможно, мы ее поиграем на канале. Так пару серий запишу, одну интересную игрульку. И точно я с ней смогу немножко поорать. Но это после того, как мы закончим с остальными, так как у меня уже столько игр, что я даже не успеваю всех их выпускать. Зря я это, честно говоря, сделал, столько прохождений. Ну ладно, придется самому, я сам виноват, надо разгребать. Почему ты такой жестокий? Теперь у меня есть работа. Мне все равно, я пошла спать. Дорогой дневник, я выплакала все свои плохие чувства. Сейчас все не кажется таким уж плохим. Джек проверяет меня, так что я должна показать ему, что у меня есть все, что нужно. Ничего особенного, я смогу это сделать. Дорогой дневник, я встретила ее сегодня. Грейс, надеюсь, она не помешает. Она милая девушка, но она неуклюжая. Она уронила тарелку, к тому же мою тарелку. Печенье и повсюду было печенье. Тьфу, печенье и повсюду было печенье и осколки фарфора. Я тоже довольно неуклюжая, наверное. Я порезалась об осколок, когда пыталась его поднять.
Джек вошел как раз, когда я порезалась. Должно быть, он почувствовал, что мне больно. Для такой маленькой раны было много крови. Кровь напомнила мне о том времени, так всегда бывает. Я показала ее Джеку. Он выглядел так, будто его сейчас вырвет. Отличная игра, Джек. Я люблю тебя. Очень отличная игра. Ой, что-то мне хочется назвать эту серию «Беды с башкой». По-другому это не назовешь. Дорогой дневник, я стала лучше играть в эту маленькую игру, Джек. Теперь я вижу его гораздо чаще, куда бы я ни пошла. Почти в половине случаев я не пытаюсь сделать так, чтобы наши пути пересеклись. Судьба. Также я стала видеть Грейс намного больше. Она всегда просит меня куда-нибудь пойти с ней или поболтать, и она всегда приходит ко мне без Джека. Она стала настоящей помехой, честно. Она стала настоящей помехой, честно. Но я веду себя хорошо. В конце концов, эта девушка кое-что мне рассказывает о Джеке. Хотя, конечно, она не знает о нем ничего такого, чего не знаю я. Это потому, что она совсем ничего не знает о Джеке. Но теперь я знаю, каким он притворяется. Он сказал Грейс, что у него амнезия. Это немного неоригинально, Джек. Тебе не кажется? Но это нормально. Она тебе верит. Это глупая маленькая. Так, да. Хорошо, что она не дописала, а то бы, если бы Джек вот это вот все нашел, я думаю, он бы ей хорошенько так врезал бы за такие слова в сторону Грейс. Дорогой дневник, я обеспокоена. Я начинаю думать, что Джек не притворяется. Что если он действительно забыл обо мне? Нет, я не могу этого допустить. Мне нужен знак, Джек. Просто один маленький знак. Тогда я пойму, что ты помнишь. Один знак, что угодно. Дорогой дневник, Джек меня не помнит. Теперь я в этом почти уверена. Он ничего не помнит. Ой, проклятие. Но это же хорошо. Он не специально вел себя холодно. Я дам его памяти немного освежиться, и все, как новенький. Но это также означает, что он серьезно относится к этой девушке Грейс. Мы не можем этого допустить. Нет, нет. Я начинаю видеть ее истинный цвет. Я начинаю видеть ее истинные цвета. Она грязная соблазнительница. Это точно. А еще она идиотка. Она пригласила меня на ужин завтра в свою квартиру. Их квартиру. Квартиру ее и Джека. Квартиру, которую они делают вместе. Без меня. 16 августа. Так, мы вернулись к Джеку. Пипец. Ну, наконец-то можно отдохнуть от этого безумия. Ну, блин, я до сих пор, единственное, что понятно из этого дневника, это то, что она реально немножко того. А ничего нового мы о нем не знали. Я думал, она упомянет хоть что-нибудь о старых событиях, которые забыл Джек, а она даже ничего не упомянула. Ну ладно. Сейчас. 16 августа. Ужасный день. Очень неловкий. Анна вертелась вокруг меня целый день. Клянусь, она пробыла здесь больше 2 смен. Как, черт возьми, это работает? Я вообще не мог писать. Она ушла только сейчас, после полуночи. Думаю, мне стоило написать 17 число, а не 16. Но кого это волнует? Теперь я должен писать в темноте, но это хорошо. Я не вижу в этом проблемы. Так что вскоре после этого... Писал ли я о том, как Анна однажды пришла ко мне в магазин? Да, писал. Вскоре после этого Грейс пригласила Анну на ужин. Она могла бы сказать мне прежде, чем спрашивать Анну, не то чтобы я отказался. У меня не было причин сказать нет. Но ведь она рассказала мне об ужине всего за несколько часов.
Да, я готовился к действительно спокойному вечеру, и вдруг Грейс говорит, что мы должны начинать готовить ужин. О нет, о нет, о нет, Джек, я забыла сказать тебе. Ой, тьфу. Ой, простите. О нет, я забыла сказать тебе, Джек. Я не должен был быть таким озлобленным и инфантильным. Люди забывают, такое бывает. Она этим не имела в виду ничего плохого. Но это все равно раздражало меня и вело не в ту сторону. Она собиралась вторгнуться в мой дом и просидеть здесь несколько часов. И я почти уверен, что имел полное право злиться из-за этого. Нет, я уверен, я должен был отправить ее собирать вещи в первый же раз, когда я увидел ее, а потом, когда она переехала к нам, и миллионы раз после этого. Я должен был, это моя вина. Так что да, Диммер. Что? Так что да, Диммер. Так, я вот это вот я не понимаю. Либо это что-то, что, скорее всего, я этого не понимаю. Ладно. Либо это опечатка, либо это что-то то, что я просто не знаю. Еда такая вкусная, Джек. Спасибо, я почти ничего не сделал. Это ведь неправда, не так ли? Ты отвечал за рис. Точно, рис. Он стал мягким. Я думаю, что это вкусно. Анна ела его так, словно это была самая вкусная вещь на свете. Мне в голову пришла идея. Если я ей наскучу, она может уйти пораньше. Спасибо. Но курица гораздо лучше. И это, наверное, невероятно, что ты смогла сделать что-то приличное в нашей духовке, Грейс. О, не говори о духовке, Джек. Это смущает. Держу пари, ты никогда не видела Держу пари, ты никогда не видела более грязной печи, Анна. Бог-свидетель. Я пыталась ее вычистить, но ничего не работает. Я не знаю, что такого делали предыдущие владельцы, чтобы сделать ее такой грязной. И это даже не самая большая проблема, не так ли? Да, свет в духовке почти не работает. И даже не упоминай про нагрев. Перегревается. Да, все это. И тебе все же удалось сделать что-то настолько хорошее. Что скажешь, Анна? Вкусно. Это напоминает мне о доме. Ты пробовал вспоминать, каким был дом, Джек? Я сглотнул, поперхнувшись, и закашлялся. Что это вдруг? Анна улыбнулась и продолжила есть. Мне просто интересно. Нет, я не пытался вспомнить, каким был мой дом. Не понимаю, зачем мне это нужно. Мне и без этого хорошо. Тогда ладно. И все же это позор. Жестко. Джек. Да. Что такое, Грейс? В этом вопросе я согласна с Анной. Ты согласна? Да. Даже после того, как ты сказала, что не против, чтобы я решил, что происходит в моей голове. Я пытаюсь думать о том, что лучше для тебя. Вот именно, нельзя всю жизнь убегать от прошлого. Взгляни ему в глаза, будь мужчиной. Не здорово так сильно запирать себя. Это неправильно. Что-то мне это напоминает какую-то, опять же, какую-то вселенную интересненькую. С сюжетиком интересненьким, примерно таким же. Ты должен согласиться, Джек. Я ничего не ответил. Я потрошил куриную ножку. Анна, я тебе этого не говорила, но по ночам, по крайней мере раз в неделю, Джек... Достаточно! Я стукнул кулаком по столу и сразу устыдился, что вышел из себя. Но я не мог отступить. Это имеет отношение ко мне, и только ко мне. Держитесь от этого подальше, вы обе. Поняли?
Почему ты такой? Ох, нехорошо. Я никогда так раньше не злился. Мне нужно было побыть одному. Я вышел в другую комнату, но это не помогло. Я все еще слышал их бормотание и шепот. Они говорили обо мне. И я торопливо оделся. А? Что ты? Куда ты собираешься, Джек? Я молча кивнул. Повеселись. Постой, не уходи. Прости, что я так настаиваю. Ты же знаешь, что я пытаюсь помочь, да? Да. Тогда, пожалуйста, не сердись. Я не мог перестать злиться. Злоба была сильнее меня. Ты можешь сделать для меня только одну вещь. Чтобы я знала, что ты сделаешь все, чтобы я знала, что сделала все, что могла. Сделать что? Можешь сказать, что ты в порядке. Нет, пожалуйста, скажи, что ты не хочешь вспоминать. Ты можешь сделать это для меня? Конечно. Я колебался дольше, чем думал. Внезапно меня осенило, что я веду себя как ребенок. Но в конце концов мой гнев и упрямство взяли верх. Я не хочу вспоминать. Вот, теперь ты счастлива. Я хотел, чтобы все осталось как есть. И это все, чего я когда-либо хотел. Чтобы ничего не менялось. Потому что в кои-то веки я был счастлив. Мне жаль. Но отчасти, по правде, Джек тут прав. Он сам в самом начале мы видели, каким он был до встречи с Грейс и каким он стал уже после первых встреч с ней. Он буквально расцвел, можно так сказать. Конечно, он был таким все еще закрытым, но для Грейс он так прям открывался как такой открытый человек, стал более открытым для нее. Вот. И более счастливым. И скорее всего, те события, которые там произошли, скорее всего, они настолько ужасны, что сам разум Джека их закрыл. Бывает такое, что разум сам себя лечит, именно просто заталкивая самые ужасные вещи в самую глубь подсознания. И отчасти именно это оправдывает, почему Джек так не хочет открывать этот чулан, потому что хрен знает, что там сидит. Вдруг там реально что-то настолько ужасное, что его буквально может свести с ума. Из-за этого тут серьезно. Упрямство Джека имеет все-таки отчасти смысл. Не только ребячество, но и отчасти может страх. Мне жаль. И правильно. Я вышел. Когда я вернулся, Грейс уже не было. 17 августа. Я вернулся через несколько часов, немного выпив и побродив какое-то время. Квартира была пустая, ее вещи исчезли, но я понял это только после того, как прочитал письмо. Письмо лежало на столе рядом с нашим недоеденным ужином. Рядом с письмом лежал ключ, ее ключ от квартиры. Я помню это письмо слово в слово. Так почему бы мне не написать его здесь? Разве это не было весело? Джек, гласило оно. Я больше не могу оставаться с тобой. Ты только сделаешь себе еще более несчастным. И я не могу помочь тебе. И я не могу смотреть, как ты делаешь это с собой. Я молюсь, чтобы нашелся кто-то, кто может помочь тебе, как не смогла я. И надеюсь, что ты будешь счастлив. Прощай. Вот это поворот. А Грейс не подумала, что она буквально не лечит Джека, а буквально ему еще сильнее в спину вгоняет нож. Он же сказал, что он стал счастливым только когда она появилась, а сейчас она просто исчезает. Это как-то слишком, она хотя бы сделала бы встречу с ним. Я понимаю, что она думала, что он точно не захочет ее отпускать, но, блин, это слишком жестоко. Взять и бросить человека, который так расцвел благодаря тебе.
просто потому, что ты просто не можешь ему помочь вспомнить какое-то прошлое, которое он не хочет вспоминать. И, возможно, вспоминать не без причины. Честно говоря, я тут не понимаю Грейс. Это глупо. Ой, я точно уверен, что сейчас сюда заявится Анна, такая радостная, потому что все, претендентка ушла, все, можно быстренько охомутать его. Ладно, давайте дочитаем еще пару предложений и закончим. Грейс не нужно было подписывать сообщение. Я бы узнал эти аккуратные буквы где угодно. Я видел этот же почерк в течение нашего короткого года вместе на десятках, если не сотнях маленьких заметок. Смены расписания, напоминания о покупке закусок или молока. В таких вещах на самом деле, по крайней мере, полдюжины желтых стикеров, которыми она пользовалась, все еще были разбросаны по квартире. Больно видеть их. Было много других вещей, которые Грейс не взяла с собой. Носки, штаны, несколько нижних рубашек, шарф. Одна пара обуви. Свитер, который ей очень нравился, тоже. Она бы надела свитер, в котором дремала вечером. Все это свидетельствовало о том, как сильно она торопилась уйти от меня. Теперь я знаю лучше. Доброе утро всем! Ну, а тут вот это вот место прям самое хорошее. Ой, боже, как же сейчас будет хреново оставшийся... Как же будет хреново главному герою, я прям чувствую, сейчас ему реально будет нехорошо. Как только все, Грейс нету, считай, все, преград для Анны больше преград нет, она может легко делать все, что захочет. Она может легко даже к нему в квартиру теперь заходить, и никто ему не поможет. Или он просто уйдет в депрессию. Ладно, не очень хороший финал, честно говоря. Ладно, будем надеяться, все наладится. Хотя, конечно, 100% это не так. Сейчас будет самое жесткое скоро. Не знаю, мое чувство, что сейчас будет какая-нибудь задница, меня не покидает. Ладно, буду надеяться, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии с критикой, предложением новых игр, или просто там говорите, нравится вам видео или нет. Буду рад всем ответить. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на мой Discord сервер, и на Discord сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. И не забудьте нажать на кнопочку подписаться и на колокольчик нажать, чтобы не пропускать выход новых видео. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!